Всем привет! Вы на канале Коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю банкноте 1000 рублей 1917 года. Параметры банкноты. Размер составляет 213 на 132 мм. Материал бумага белого цвета. Водяной знак узор в виде волнистых линий с точками. Данная банкнота была введена в обращение в 1917 году. Обмен проводился осенью 1922 года. Лицевая сторона имеет сплошной светло-зеленый фон, на котором располагается прямоугольная рамка, состоящая из геометрического орнамента. Внутри еще одна узорчатая рамка, в углах которой находятся гелиширные розетки с числами 1000. Внутри фон выполнен в виде большой сложной розетки, с правосторонней свастикой в центре. По бокам более мелкие розетки, поверх которых указан номинал, число 1000, поверх него слово рублей. В центральной части номинал указан прописью 1000 рублей. На дне в 2 строки государственный кредитный билет. Внизу имеется текст мелким шрифтом. Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету, без ограничения суммы. 1 рубль равен 1/15 империала. Содержит 17,424 доли чистого золота. В нижней части купюры подпись управляющего и кассира. Под ними имеется текст. Подделка кредитных билетов преследуется законом. В самом низу год выпуска банкноты 1917. Справа вверху и слева внизу указаны серии и номер серии. Оборотная сторона закрашена светло-бежевым фоном, символическими лучами, расходящимися из центра. Изображение надписей находится в прямоугольной рамке с квадратами по углам. В центре в сложной гелиширной розетке расположена гравюра с изображением Таврического дворца в Санкт-Петербурге, здание Государственной Думы. По бокам еще несколько соединенных вместе розеток, поверх которых число 1000 с каждой стороны. Над числами и под ними слово рублей. Теперь рассмотрим цену банкноты 1000 рублей 1917 года. Разделяют 1000 рублей 1917 года по разновидностям подписей кассиров. Могут быть с подписями Барышева, Бубякина, Гаврилова, Овчинникова, Сафронова, Шмидта. Подпись управляющего не отличается, везде стоит Шипова. Также разделяют 1000 рублей 1917 года по разновидностям клише. Может быть клише 1.1, волны влево. Клише 1.2, волны вправо. Клише 2, волны вверх, извилистые. Граница орнамента над солнцем с 2 острыми выступами. Клише 3. Штрихи солнца почти как на клише 1.1, влево. Но расстояние между ними меньше. Поэтому количество штрихов, которые вылезают в солнце, больше, чем в клише 1.1. В клише 3 штрихов вылезает 18 штук. Определите, как именно у вас, и запомните. Начнем с банкнот с клише 1.1, направление штриховки солнца влево. Они могут быть с подписями кассиров Барышева, Бубякина, Гаврилова, Овчинникова, Сафронова, Шмидта. Начнем с банкноты с надписью «Образец перфорации», стороны отдельно, без подписи кассира. Серия АА. Цена такой банкноты в состоянии Very Fine составляет 80 тысяч рублей. В состоянии Extra Fine цена составляет 100 тысяч рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 140 тысяч рублей. Далее следует банкнота с подписью кассира Сафронова. Серии от АА до АЗ. Цена такой банкноты в состоянии Very Fine составляет 500 рублей. В состоянии Extra Fine цена составляет 1500 рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 8000 рублей. Теперь переходим к стандартным банкнотам. Они могут быть с подписями кассиров Барышева, Бубякина, Гаврилова, Овчинникова, Сафронова, Шмидта. Серии от АИ до ГО. Цена данных банкнот в состоянии Very Fine составляет 500 рублей. В состоянии Extra Fine цена составляет 1200 рублей, а в сохранности Uncirculated цена составляет 3500 рублей.
Теперь переходим к банкнотам с клише 1-2. Направление штриховки солнца вправо. Они могут быть с подписями кассиров Барышева, Бабякина, Гаврилова, Овчинникова, Сафронова, Шмидта. Начнем с банкноты с подписью кассира Сафронова. Серии от АА до АЗ. Цена такой банкноты в состоянии Very Fine составляет 800 рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 2000 рублей. А в сохранности Uncirculated цена составляет 10 тысяч рублей. Теперь переходим к стандартным банкнотам. Они могут быть с подписями кассиров Барышева, Бубякина, Гаврилова, Овчинникова, Сафронова, Шмидта. Серии от АИ до ГО. Цена данных банкнот в состоянии Very Fine составляет 600 рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 1300 рублей. А в сохранности Uncirculated цена составляет 3600 рублей. Теперь переходим к банкнотам с клише 2. Верхняя граница солнца с двумя острыми выступами. Они могут быть с подписями кассиров Барышева, Гаврилова, Сафронова, Шмидта. Серии БТ, ВИ, ВЛ, ГЗ, ГТ. Цена данных банкнот в состоянии Very Fine составляет 2500 рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 4000 рублей. А в сохранности Uncirculated цена составляет 5000 рублей. Теперь переходим к банкнотам с клише 3. Направление волн, как в клише 1.1. Но верхняя граница солнца имеет более одного острого выступа. Штрихов внутри солнца больше, чем в клише 1.1. Они могут быть с подписями кассиров Гаврилова. Серия ГД. Цена данных банкнот в состоянии Very Fine составляет 5000 рублей. В состоянии Extremely Fine цена составляет 8000 рублей. А в сохранности Uncirculated цена составляет 15 тысяч рублей. Напоминаю, что очень многое зависит от степени сохранности банкноты. Коллекционеры в редчайших случаях приобретают банкноты в плохой сохранности. Только состояние Uncirculated действительно коллекционное. Данная сохранность — это абсолютно новая банкнота в безупречном состоянии. На ней нет ни малейших помятостей, уголки идеально острые и чистые. И вся банкнота идеально ровная. Цена банкноты в состоянии Uncirculated и цена банкноты, походившей в обороте, может отличаться в сотни раз. Если же у вас есть банкнота 1000 рублей 1917 года, то не забудьте написать об этом в комментарии. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!